Требуется много мужества, чтобы продолжать идти, когда все кажется невозможным. В сложной ситуации трудно сохранить надежду, но иногда эта надежда — это все, что есть, особенно, когда жизнь висит на волоске. Недавно в Египте люди услышали пронзительный плач, исходящий из груды бетонных блоков. Они остановились, чтобы посмотреть, кто просит помощи, и ужаснулись от того, что они обнаружили. Глубоко внизу между груды наваленных камней сидел щенок и горько плакал. Местные жители рассказали, что в ловушке он пробыл не меньше месяца. Никто не мог освободить бедолагу. Чтобы сохранить жизнь песику, люди подкармливали его через щели. Молодые люди попробовали пролезть меж узких бетонных блоков, но места было недостаточно. Они проверили каждую трещину, но ничего не получалось. Дни шли, а щенок все так же сидел в каменной ловушке. Однако спасатели не сдавались. Они решили вызвать подкрепление и тяжелую технику. Спасательные работы начались ближе к вечеру. Хотя это сложно увидеть, но людям пришлось отодвинуть несколько валунов своими собственными силами, поскольку техника не могла достать до нужного места. Наконец, спасательная группа открыла проход, в который мог залезть человек. В каком состоянии был щенок? Оставалась ли у него хоть какая-то надежда? Когда людям удалось вытащить бедолагу, он был вполне здоров, хоть и немного испуган. Спасатели решили назвать найденыша Роком. Все, кто участвовал в спасении малыша, так переживали за него, что после расчувствовались и даже плакали. Но это уже были слезы облегчения и радости. Рок, наконец-то, осознал, что он на свободе, и сразу принялся благодарить своих спасателей. Все, что ему нужно было теперь, это найти дом и любящих приемных родителей. К счастью, малыша усыновила семья одного из молодых людей, участвовавших в операции. Разве они не прекрасная семья? Проведя столько времени в каменной ловушке, в полном одиночестве, щенок, наконец, был окружен людьми, которые его любят. У него было тяжело начало жизни, но теперь все будет хорошо.